Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, уделим внимание 1 и 2 июня. Обязательно в эти 2 дня, достаточно мощных по энергетике, обязательно проведите практики по привлечению достатка, благополучия, изобилия. При этом, если вы все правильно сделаете, то вы можете направить определенные энергии в свою жизнь, и при этом на протяжении целого лета для вас этот период пройдет ярко, незабываемо и волшебно. Что для этого нужно сделать, какие практики провести, друзья, далее в этом видео. Вы знаете, каждый из нас хочет жить благополучно, успешно, удачно, находиться в постоянном потоке изобилия и достатка, и многие из нас это могут делать. Просто нужно немножко абстрагироваться от тех обстоятельств, которые есть в вашей жизни, и немножко посмотреть другими глазами. Потому что каждый из нас именно 1 и 2 июня сможет в это время, вот именно 1 и 2 июня, друзья, это стык весны и лета, когда вы можете привлечь благополучие, вы можете привлечь процветание. Дело в том, что вот именно 1 и 2 июня энергетика пространства сильно изменяется. В это время вы можете проводить практики для того, чтобы избавляться от каких-либо неприятностей, проблем, от безденежья, от одиночества и так далее. Поэтому обязательно далее прослушайте видео до конца и воспользуйтесь простыми, но в то же время, друзья, действенными практиками, которые помогут вам справиться с любыми трудностями на пути к благополучию и достатке. А также вы можете избавиться от проблем, от безденежья и от нищеты. Далее, друзья, далее более все подробно. И первое, о чем мы поговорим с вами о практике, это практика, друзья, на удачу. Именно 1 июня и 2 июня произносите эти слова. Что мы делаем? Вам нужно открыть окно. Если вы сейчас слушаете и находитесь не дома, на работе, сделайте это на работе только тогда из своего кабинета или с того места, где вы работаете, если, например, вы работаете в отделе. И скажите следующие слова. Лето пришло, тепло принесло. Всяк тепло радуется, в теплых солнечных лучах купается, от неприятностей избавляется, солнцу поклонюсь, у него удачи попрошу, амулет заговорю, да без него из дома не пойду. И очень важно, друзья, что в этот момент, когда вы будете читать эти слова, очень важно, чтобы вы не были расстроены, вы не ходили в депрессии. Даже если у вас в этот момент что-то не получается, а это возможно, потому что мы сейчас живем в такое время, когда высшие силы у нас проверяют на стойкость, на терпение, на то, готовы ли мы двигаться дальше. Потому что многие люди почему-то уже позволили себе опустить руки, хотя еще ничего не сделали, не попробовали, и все почему-то начинают еще с февраля живут вот теми событиями, которые произошли. Но вы знаете, жизнь течет, жизнь меняется, и высшие силы перед тем, как дать нам что-то большее, всегда проверяют нас, готовы ли мы сделать то-то и то-то. Но эти практики, они обязательно вам помогут. И вот первая практика, которую мы только что озвучили, это практика на удачу. Произнесите эти слова, откройте, вот знаете, вот нужно сделать простые вещи, открыть форточку, сказать эти слова. Но, пожалуйста, когда будете говорить, не говорите это лишь бы сказать, а говорите от чистого сердца, с любовью. Представляете, как в этот момент вы наполняетесь гармонией, наполняетесь радостью, наполняетесь любовью. Это очень важно для того, чтобы привлечь вот действительно вот эти созидательные энергии в свою жизнь. Следующая практика, друзья, это практика на привлечение денег, изобилия, достатка и благополучия в вашу жизнь. Поэтому 1 и 2 июня проведите следующую практику. Во-первых, вам нужно купить птичкам угощение и оставьте сдачу на кассе, или если вы купили, например, в супермаркете, да, то возьмите, пожертвуйте на благотворительность какие-то деньги. И идите 1 и 2 июня кормите птиц.
Но обращаем ваше внимание, что когда вы будете кормить птиц, делайте это с радостью. Представляете себе в этот момент, что птицы не просто едят корм, а именно вот эти зернышки, они светятся деньгами, они светятся достатком, вашей прибылью, благополучием. И когда вы будете их кормить, говорите следующие слова. Птица по зернышку себе пропитание добывает, а я по монетке капитал умножаю. Как птиц угощу, так они мне на крыльях денежную удачу принесут. И смотрите, если вы хотите сами сделать корм, то в таком случае возьмите, купите вот буквально по жменьке пшеницы, кукурузы, каких-то возьмите круп, купите на ваше усмотрение. Все это перемешайте и пойдите их кормить с радостью, с удовольствием. И вы знаете, очень важно, чтобы это было зерно или какое-то другое угощение, вы скормили птичкам полностью все. Также как вариант, если вы живете, например, в частном доме, вы можете смастерить кормушечку и насыпать туда зерно и класть монеты, вот именно монеты, но только, пожалуйста, золотые, которые будут привлекать достаток. Это очень простая практика, друзья, но она достаточно очень эффективная. И еще одна практика, которую мы рекомендуем всем провести 1 и 2 июня. Друзья, как раз у нас идет уже потихонечку, появляется Луна, и мы можем проводить, конечно же, вот те ритуалы, которые у нас идут на привлечение, на приумножение. И хотим с вами поделиться одной мощной молитвой. Это старая молитва, сразу хотим сказать вам, но именно эта молитва привлечет в вашу жизнь все то, что вам нужно, вот реально в вашей жизни. И вот на протяжении всего месяца, если вы будете произносить слова 1 или 2 июня, то весь месяц вам будет сопутствовать удача. Друзья, а слова достаточно простые, но в то же время эффективные. Слова звучат следующим образом. «Глаголю я словеса тайные, аз, усмотревший я нынешний день, нынешний час, молодой месяц. Пошли, Господь, младику месяцу золотые рога, а мне пошли, Господи, золотые дела. В каждую ладонь злато богато от конца до конца всего месяца. Цари, бояре и всякие бари, вашего счастья мне, рабе Божьей, и называйте ваше имя. Далее говорите: ключ, замок, язык, аминь, аминь, аминь. И, друзья, очень важно, чтобы эти слова этой молитвы вы прочитали 3 раза. Это очень важно. Обращаем внимание, что вы можете ее или 1 или 2 июня. То есть на протяжении 1 или 2 июня не нужно делать. Надеемся, вы нас услышали. И очень важно, что нужно в конце сделать после любой практики, после любого ритуала или обряда. Друзья, поблагодарить Вселенную за те знания, которые вы получили, смотря видео, смотря телевизор, какие-то знания, да, то есть если вас что-то удивило, знаете, вы получили новую информацию, эту информацию, скорее всего, вам нужно обработать, проанализировать, возможно, прочитать какую-то информацию для того, чтобы принять для себя новое какое-то интересное решение. Также обязательно высшие силы благодарите за все то, что есть уже в вашей жизни. Если у вас есть, например, хорошая работа, возможно, она сегодня еще не высокооплачиваемая, но вы не голодаете, например, или у вас есть семья любимая, которая каждый вечер вас встречает, и та усталость, возможно, те какие-то моменты, проблемы, они просто уходят в тот момент, когда вы переступаете порог своего дома. Возможно, что-то другое. Просто благодарите, научитесь благодарить, потому что высшие силы, они всегда с нами, они нам помогают, но им нужно всего лишь наше одобрение. Когда есть это одобрение, значит, они выполняют достаточно, это собирают вот те события, возможность, чтобы в нашей жизни быстрее это все реализовалось.
Поэтому можете просто говорить: благодарю Вселенная, благодарю высшие силы, благодарю ангел-хранитель. И вот таких вот слов, друзья, будет достаточно. Поэтому, друзья, благодарите, не жалейте слова благодарности. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео. Всех вам благ, любим, целуем, обнимаем.